Никогда не знаешь, что произойдет в твоей жизни завтра, через месяц, через 10 лет. Долгосрочное планирование — это хорошо, но жизнь постоянно вносит свои коррективы. Один мой знакомый часто говорил: не стоит радоваться, когда все хорошо. Нужно с оптимизмом смотреть на вещи, когда все плохо. Потому что если все хорошо, то может стать плохо. Если все уже не очень, то со дна есть только одна дорога — к свету. Надеюсь, мысль ясна. А вспомнила я все это, почитав о судьбе богачей, живших в Российской империи. У них все было прекрасно, но революция 1917 года перевернула все с ног на голову. Как же жили после этого самые богатые люди страны? Рассказываю. Николай Александрович Фторов. Обращаю внимание, что речь не о Николае Александровиче II Романове. Нет, разговор идет о сыне купца из Иркутска. Николай Фторов смог перебраться в Москву, где стал скупать заводы и пароходы. Именно он основал заводы «Электросталь» и «АМО» ЗИЛ. Когда власть в стране переменилась, Николай Александрович не протестовал. Он был лоялен к большевикам, но в 1918 году его тело нашли в его же собственном особняке. Что случилось, никто не знает до сих пор, то есть Фторов при советской власти почти не жил. Эммануэль Нобель. В России этот швед со своими многочисленными родственниками занимался добычей нефти, и 100 лет назад это было делом очень прибыльным. Большевики, придя к власти, национализировали нефтяную промышленность. Нобель уехал в родную Швецию, жил там себе тихо-мирно, а в 1936 году покинул этот свет. Морозовы. Когда свершилась революция, Саввы Морозова уже не было в живых. Его вдова повторно вышла замуж, проживала в Москве, потом перебралась в Подмосковье. Средств к существованию не было, поэтому Зинаида Григорьевна распродавала свои украшения. Небезызвестный Немирович Данченко похлопотал, и вдове Саввы Морозова назначили пенсию в 120 рублей за то, что она внесла свой вклад в создание МХТ. Сергей Морозов, младший брат Саввы, занимался кустарным музеем, созданным семьей. Учреждение культуры было национализировано. Тогда Морозов остался служить при музее, но в 1925 году он уехал во Францию, где и провел последние годы своей жизни. По-разному сложилась судьба сыновей Саввы Тимофеевича. Старшего Тимофея расстреляли во время гражданской войны, а младший Савва смог стать советским гражданином. Его, правда, репрессировали, но он позже работал в Мастрансе и ушел из жизни в 1964 году. Борис Каменко был одним из крупнейших банкиров в Российской империи. После революции он уехал во Францию, где, по сути, был финансовым консультантом в эмигрантских кругах. В Париж Каменку пригласило правительство Французской республики. Владелец банков и мануфактур Павел Рябушинский поддержал февральскую революцию, но потом понял, что ошибался. Он уехал в Париж, где решил переждать, когда советская власть изживет себя. Рябушинский считал, что это случится быстро, но в 1924 году бизнесмен ушел из жизни. Виноват был туберкулез, а Советский Союз распался сами знаете когда. Текстильному магнату Николаю Кончину в 1918 году исполнилось 85 лет. В этом же году он и ушел из жизни, а все его богатства были национализированы. Петр Балашов, владевший несметным количеством земли в России, занимался политикой и общался лично с императором Николаем, участвовал в Белом движении, а потом эмигрировал во Францию, далее в Марокко. Земли Петра Балашова достались крестьянам. Как видно, судьба не всех богатеев была печальна. Многие благополучно уехали во Францию и там доживали свои дни. Вдали от родины, без заводов и мануфактур, зато не бедствуя. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.